Популярное тревел-шоу возвращается. Новый сезон. Новые ведущие. Идем попробуем залезть в толпу. У меня нет слов. Новая реальность, в которой все мы оказались. «Орел и решка. Новая жизнь». Каждый уикенд Эдуард Мациберидзе А где бесплатно, там вот это вот присутствует всегда. и Соня Шац Это вообще легально. Я такого в жизни не видела. отправляются в новую страну, чтобы понять, а можно ли в ней пожить подольше. Оказалось просто самым благоприятным городом для иммигрантов. Всего лишь 2 евро, и ты смотришь на Каны с высоты птичьего полета. Ну, очень низкого птичьего полета. Прыжки с пирса. Бесценно. Это были лучшие и самые дорогие 15 минут в моей жизни. «Орел и решка. Жизнь продолжается». Погнали жировать! Привет, любимые! Это Соня, это Эдик, это «Орел и решка. Новая жизнь». И мы в Берлине, в столице европейской иммиграции, кстати. Поэтому я прошу себя называть исключительно «Майне Шац». Вот с этого момента, пожалуйста. Можно я не буду называть себя «Майне Шац»? Тем более я не знаю, что это такое. Что это такое? Это по-немецки вообще-то «Мое сокровище». Господи. Вот, смотри, вот мое сокровище. И я планирую увеличить ВВП этой страны вдвое, а то и втрое. Так что, господа продюсеры, готовьтесь, Эдик будет гулять. Эдик, если ты думаешь, что ВВП Германии $100, то ты, конечно, ошибаешься. Я тебя понял. Орел, Решка. давай. Сейчас, подожди, не шевелись, не шевелись. Спугнешь, спугнешь. Все, вот так, прекрасно. Всего хорошего. Вообще уже ни в какие ворота. Эдик, блин. Берлин – это столица эмиграции не первый год, не первое десятилетие и даже не первое столетие. Город по праву считается богемной Меккой Европы, принимая приезжих художников, диджеев, музыкантов, которые вдохновились им, меняют ход мировой культурной истории. В Берлин приезжали записывать свои альбомы Depeche Mode и Iggy Pop. А Ник Кейв даже переехал сюда жить. И именно Берлин подарил миру культовую группу «Рамштайн», заставив миллионы англоязычных поклонников активно учить немецкий. И тысячи молодых талантов ежегодно тянутся в столицу в надежде повторить их путь. Берлин видел все – войны, геноцид, разрушения. Но этот город, как птица Феникс, возродился и превратился в ярчайшую мозаику, которую дополняют в режиме реального времени все, кто сюда приезжает. А сейчас внести свою лепту в его историю попробуем и мы. Эдуард Мациберлидзе, Форд Мустангце. Погнали. Ты чё такой красивый? Ты чё такой нарядный? Надышаться краской абсолютно бесплатно. Это тусовка в Берлине. Смотрите, я в скейт-тусовке. Это настоящий берлинский вайб. Боже мой, посмотрите на нее. Моя малышка. Квартирка стоит 2 миллиона. Я похож на Валерия Леонтьева? И кто здесь картофельный фюрер? Лукашенко. Вызываю тебя на баттл. Тихо. Слышите запах? Роскошью пахнет. Нам сюда.
вот я, такая умная и красивая, почему-то без золотой карты, стою на Берлинском вокзале и думаю, как бы сэкономить на проезде. Если вы найдете автобус под номером 100 и купите обычный билет по вот этой обычной стандартной небольшой цене, то вы сможете объехать все достопримечательности города. В Берлине одна из самых продуманных транспортных систем, поэтому добраться до центра можно любым видом транспорта. Если вы любите трамваи, то у меня для вас шикарные новости, потому что и они есть в Берлине. На территории бывшего Восточного Берлина находится 20 трамвайных линий и почти что 400 остановок. Так что любите трамваи — в добрый путь. А я решила, что я пойду по Берлину вот этими шикарными, бесплатными ногами. Тем более, что встреча у меня совсем недалеко. Друзья мои, золотая карта — это не только про богатство. Это еще и про осуществление мечт. И вот у меня была детская мечта — покататься на Форде Мустанг. И я сейчас осуществлю эту мечту, несмотря на то, что это не стоит всех денег мира. Эдуард Мацеберлинзе, Форд Мустангзе. Погнали. Ты что такой красивый? Ты что такой нарядный? А ну-ка. Врум-врум. В Германии с украинскими правами можно ездить полгода с даты выдачи вида на жительство. А просто поменять права не получится. Придется сдавать экзамен по теории и практике и брать обязательные уроки. Ну и здравствуй, бюрократия. Окошко на практический экзамен можно ждать и полгода, и даже год. Друзья мои, я приехал в район, который называется Пренслауэрберг, чтобы заселиться в свою элитную квартиру. И знаете что? Я влюбился в это место, потому что здесь тихо, спокойно, здесь милые люди, здесь чисто достаточно. И нет вот этих, вот, знаете, разрисованных стен всякими гадостями. Мне нравится. Тихо. Слышите запах? Роскошью пахнет. Нам сюда. Ой. Выглядит монументально. Да. Нравится. Добрый вечер. Значит, квартирка стоит 2 миллиона. В сутки стоит всего лишь 500 евро. Снять на выходные, 2 суток, 1000 евро. В целом, неплохо. Посмотрим, что тут есть. Пожалуй, в этой комнатке я и остановлюсь. Это выглядит так, как будто там что-то есть. О! Друзья мои, потайная А, нет, гардероб. Просто гардероб. Что у нас здесь? Ванная. Шикарная ванная, я считаю, друзья мои, потому что здесь тоже есть огромное зеркало, в которое видно мою красоту. А в этом зеркале тоже видно, тоже работает. Мне нравится эта квартира тем, что здесь на каждом шагу какие-то двери. Это что, это подъезд? А, там лифт. Это выход в подъезд. Каков... Что? Почему? Почему из туалета? Все, я понял. Смотрите. Короче, ты пришел в гости. Говоришь, где у вас туалет? Они говорят, типа, он там. Ты идешь, понимаешь, он натворил делов. Теперь стыдно выйти к хозяевам. Кинул салам и через черный ход. Главное, руки не забыть помыть. Это вот правильно, я считаю. А я все еще иду пешком на свою встречу. Но гуляю я не одна. Со мной всегда телевизионная башня, которая стоит на площади Александр-Плац. Ее высота 368 метров, и видно ее отовсюду. Но это не просто башня. Ее построили, когда Берлин был разделен на 2 части. У нее имелась политическая функция – наглядно показать преимущество ГДР и ее режима в части, в которой она находилась, над капиталистами из ФРГ. Тем самым башня, впечатляя масштабами, должна была прославлять фактическую оккупацию части города.
В итоге телевышка стала свидетелем исторических событий. Она видела, как люди в поисках свободы рисковали жизнью, пытаясь вырваться из оккупации. А позже наблюдала, как Германия снова стала единой после падения стены, и как берлинцы крушили остатки этого железного занавеса, превращая Берлин из социалистического концлагеря в оплот свободы. А еще я с завистью смотрю на кораблики, которые проплывают мимо. Обзорная экскурсия по реке стоит от 19 евро с человека. Для меня это дороговато, но я очень удивлюсь, если наш богатый Эдик не раскошелится и не поплавает. Для одного вот то, что надо. Двое уже, знаете, будут вопросы, типа это постоянно вот видеться каждый день, где-то пересекаться. Не уверен насчет орлиного гнезда в центре кухни. Не хотелось бы, чтобы кондор какой-то залетел сюда утром и сказал «А!», а я такой «Так, ну, если там нет стриптизерш, я не знаю, зачем все это». Там нет стриптизерш, поэтому я не знаю, зачем все это. Кухня? Это зал. Кстати, я не говорил, я раньше занимался музыкой. Участвовал даже, как это называлось сейчас, чемпионат Украины по скоростной игре на фортепиано. Выгнали. Заметила, гуляя по городу, так это множество гомосексуальных парочек. Видно, что чувствуют они себя абсолютно свободно. И удивляться нечему, так как Берлин был первым городом Европы, который начал отстаивать права ЛГБТ. Именно здесь еще в конце XIX века появилась первая в мире организация по борьбе за права этого сообщества. Но с приходом к власти нацистов гомосексуальные люди оказались среди миллионов тех, кто не вписывался в шаблон здоровой нации, о которой мечтал Гитлер. Поэтому более 15 тысяч представителей ЛГБТ были отправлены в концлагеря. И только после объединения обеих Германий уголовное наказание за гомосексуальную связь было отменено. Ну и, конечно же, появился знаменитый берлинский прайд, на который в этом году приехало 500 000 человек. И сейчас я иду навстречу к Эвелине. Ее мама из Питера, а папа из Винницы. Начало вторжения России в Украину в своих соцсетях она обозначила одним словом – стыд. С первого дня войны Эля начала помогать вновь прибывшим, особые акценты делая на квир-людей. Если ты приезжаешь как человек из Украины, который бежит от войны, ты едешь в Берлине, есть такое место Тегель. Это сделали пункт приема. Там выстроена система достаточно быстро и хорошо работающая. Прием людей, оформление документов, оказание медицинской помощи, еда, ночлег. Я не могу не задать вопрос лично. А что, если ты из России? Ты бежишь по политическим взглядам и не согласен с вторжением? Если человек из России с российским паспортом попадает в страну, то очень сильно зависит от того, как он попал, в каких условиях. И мы рекомендуем всем сначала связываться с помогающими НКО, которые помогут не совершить ошибок. Потому что вылететь можно очень быстро, несмотря на то, что обстоятельства должны бы быть условием для получения беженства. Но основной вызов в своей работе Эвелина и ее коллеги получили после начала войны. Я помогаю давно и надолго квир-людям. Германия тогда оказалась не готова к одновременному наплыву большого числа людей, и поэтому тогда все было выстроено, по сути, на волонтерской помощи. Тогда было понятно, что для квир-людей, для ЛГБТК людей это не совсем может работать, потому что эти большие, такие иногда палаточные лагеря, где большое количество разного абсолютно народа, и люди, пережив страшное, могут оказаться не меньше, по сути, опасности, подвергаться дискриминации, насилию и так далее. Стараемся в таких случаях помогать, стараемся как-то юристами обеспечивать, с политиками у нас связь. Звучит со стороны так, что здесь очень тесно, могут работать какие-то граждане с активной какой-то позицией и просто государство. Я это называю НКО здорового человека. Да-да-да. Я просто из России, я не знаю, что это такое. Тогда ты вообще о таком и не слышала. И в конце разговора я решила перейти к рубрике «Эгоистичные вопросы». То есть напроситься на бесплатную ночевку.
Вот у нас есть такая специальная программа, где мы предоставляем ночлег там, до месяца. Но в твоем случае, мне кажется, было бы не совсем честно обращаться к этой программе, но предлагаю просто обратиться к людям, которые сами бежали из Украины. И я уверена, они не откажут. А я сейчас вас удивлю и даже шокирую. Потому что я не поеду на обед в дорогой ресторан, где буду сорить деньгами. А еду я туда, где можно попробовать стрит-фуд, который является неотъемлемой частью немецкой культуры. И все благодаря иммигрантам. Именно они привезли в страну свои национальные блюда. А находится все это в районе Кройцберг, который еще называют маленьким Стамбулом, так как тут живет самая многочисленная группа иммигрантов – турецкая. В Кройцберге можно все. Купить дизайнерскую одежду и найти запрещенные вещества в парке неподалеку. Но я еду сюда исключительно в гастрономических целях. Попробовать карри-вюрст. Вы скажете: Эдуард, но это же еда для бедных. Ничто меня не остановит. И ничто мне не помешает съесть их. А деньги в любом случае будут потрачены, не переживайте. Карри-вюрст – это культовая местная закуска, жареная сосиска под кетчупом с добавлением карри. Только в Берлине ежегодно продается более 70 миллионов порций этого блюда. А появилось оно благодаря экспериментам. После войны в Германии с продуктами было не очень, зато американского кетчупа было много. И чтобы хоть как-то разнообразить вкус, в него стали добавлять карри. Hello. I need currywurst 30. 3 раза, 3 порции. 30 times. Да, вы не ослышались. Я заказал целых 30 порций карри-вюрст. А все потому, что богатые люди, такие как я с моей золотой картой, должны делать что-то хорошее не только для себя, но и для других. Поэтому, дамы и господа, встречайте. Известный меценат и филантроп Эдуард Мацаберидзе. И будем угощать людей. Это же прекрасно. Мы и добро сделали, и денежки потратили, и сами поедим. Даже тебя угощу, грустный оператор. Ты счастлив? Конечно, счастлив. Многим мне кланяться должен. А я ради экономии иду пешком. И вам я советую сделать то же самое, потому что только так можно проникнуться настоящим духом Берлина и увидеть одну из его визитных карточек граффити. А началось все в 70-х, когда в западную часть города массово стала приезжать богема. Именно в Берлине Дэвид Боуи записал свои знаменитые альбомы, ставшие берлинской трилогией, а художник Тьерри Нуар первым оставил свои рисунки на Берлинской стене. Когда рухнула стена, жители Берлина увидели, что со стороны восточного она была серой, так как полиция стреляла на поражение при попытке даже приблизиться к ней. But the way to the stars lies also through the Brandenburg Gate. In Berlin, bricks, mortar, wire, and every kind of fiendish conception make up what decent people call the wall of shame. Today, because the East maintains the uneasy status quo, Americans, British and French. Зато со стороны западного исписаны рисунками от и до. «Германия едина», писали западные немцы, и рядом рисовали машины, пробивающие стену насквозь. Когда бетонное ограждение пало, к его руинам в ту же ночь пришли и художники восточной части города. И, получив, наконец, свободу, они встали бок о бок со своими коллегами и рисовали все вместе. Так разделенный Берлин начал склеиваться воедино. Итак, мои 30 порций уже готовы, и у меня руки чешутся. Так хочется творить добро. Хочется отдавать, хочется делиться. You want currywurst? Take it. Спасибо. Want some? Это бесплатно? Yes, of course. Take two. Нет, одной порции достаточно. You think so? Да, You sure? да. Yeah? Okay. Покраснела, бедная. Sorry, guys, you want some curry? It's for free. Это бесплатно? Yes. Всегда хотел попробовать. You Спасибо. can taste it. Ну, спасибо. Какие милые люди. Это я про себя. Sorry. It's for free. It's Да? for free. Yeah? Ну, спасибо. You want some? No? Girls, you want some? No? Hello. It's for free. Want to take? Yeah? Guys, want some? It's for free. It's for free. Take it too. One second.
Yes, of course. Take it. Very kind. Thank you so much. Thank you. Bon appetit. Guys, want some? It's for free. Currywurst. Yeah. Спасибо. Take it. So, one more time. One more time. Okay. Take it. Look here. You want some? It's for free. Take. The best. Take it. It's the best. One of the best. Yes. Want some? Yes. I'm sure. Это так круто. Я угостил работника. Do you like it? Guys, want some currywurst? No? No. Want some currywurst? Yeah. Yeah? Take it. Yes, of course. Try it. Just try it. It's very tasty. Take it. One more time. Yeah. For free. Yeah. О, вы так добры, спасибо. Душа моя сейчас просто светится. Мне кажется, надо мной такой аура какая-то, потому что я и дело хорошее сделал, и сам поел. Ну, просто молодец. Вот была бы здесь Соня, честно, ее бы тоже угостил. Но ее, к сожалению, нет. Где-то там с собаками дерется за еду. Не будем ее отвлекать. Нету селфи на фоне Бранденбургских ворот? Считай, не был в Берлине, ведь это самая знаковая достопримечательность города. Ворота были построены в 18 веке и до сих пор являются символом мира и единства. Думаете, откуда я это все знаю? А вот откуда. Relife, мой виртуальный друг. Это социальная сеть для иммигрантов, цифровых кочевников и путешественников. Здесь можно найти полезные знакомства в локальных сообществах, получить доступ к базе знаний по 100 странам и предложить помощь или услугу для таких странников, как я. Скачивайте Relife и делитесь своими открытиями или находите новые возможности вместе с нами. А по промокоду Берлин вы получите 50% скидку на премиум подписку. Мы ждем вас в Relife. А тем временем я, побродив по самым заграфиченным районам Берлина, нашла таки настоящее логово графитчиков. И сейчас произойдет нечто настолько невероятное, что я не уверена, готовы ли вы к этому. Да, и я тоже. Дело в том, что у нас есть уникальная возможность попасть в тайный сквот. Он настолько тайный, что я не могу сказать вам, нигде он находится. Никто там вообще участвует в этом сквоте, живет, присутствует, дышит. Ничего не могу вам сказать. Но вы сейчас все увидите своими глазами, потому что это настоящий берлинский вайб. Сквот — это такая же неотъемлемая часть берлинской культуры, как и граффити. После падения Берлинской стены, когда восточные немцы бросились в западную часть города, после них осталось немало пустующих зданий. А что, неплохие мастерские тут можно организовать, подумали художники, а к ним подтянулись и музыканты. И не только немецкие. Вдохнуть запах свободы и истории съезжались люди со всей Европы. Так, в зданиях бывших фабрик, заводов и даже больниц начали проводиться репетиции, игрались спектакли и проводились выставки картин. Но прогрессивная молодежь не только занималась искусством, но и активно влияла на архитектурную политику властей Берлина, которые планировали снести все старое и застроить территорию коммерческими постройками. Так, расписав стены, художники закрепляли за некоторыми сквотами статус культурной ценности, и здание оставалось на месте. И мне очень повезло, потому что 2 мастера граффити на условиях полной анонимности согласились поговорить со мной и даже научить меня своим приемам. Я приехал в Берлин из маленького городка и был поражен граффити, которые увидел впервые. Я начал рисовать на стенах, и пару раз у меня были проблемы с законом из-за этого. Но сейчас все хорошо. А я приехал из Барселоны, где тоже есть граффити. Но берлинские самые лучшие. Это настоящее искусство. Awesome. Thank you so much. If you're ready and we can start actually doing something. Я попросила парней нарисовать логотип нашей программы «Орел и решка». Пока наблюдаю, но финальные мазки я сделаю сама. Я режиссер этой композиции, как вы можете наблюдать. Надышаться краской абсолютно бесплатно.
Awesome. Ты осторожнее с краской, так как она ядовитая. А отравление очень неприятная вещь. Отравление? Ну, спасибо, что говорите мне об этом только сейчас. Друзья, с вами была Соня, нижнее подчеркивание, Шац. Как вы видите, я положила начало этого проекта, я его срежиссировала, и мне кажется, получилось отлично. Берлин, баллончики и арт. Йоу. Друзья мои, угадайте, куда я направляюсь. Правильно, на секретный ужин. Угадайте, что такое секретный ужин? Правильно, это модная штучка в Берлине, где можно познакомиться, завести новых друзей, а самое главное для иммигранта — социализироваться. Ну а что, одними сосисками сыт не будешь. Хочется, так сказать, полный набор. Первое, второе и компот. Тем более тут обещали накормить морепродуктами. Мой секретный ужин состоится в андеграунд-ресторане Supper Club, который находится в частной квартире. Здесь сегодня собрались абсолютно незнакомые люди. Они хотят вкусно поесть, и всем им нужна хорошая компания. Поэтому здесь Эдуард. Я приехал в Берлин, мне не с кем поесть, и я люблю поужинать. Все совпало? Ну, пошли тогда. Пойдем. Hi everyone. Hi. So this is our last guest. My name is Ed. Where are you from? А вы откуда? Canada. Из Канады? You first Вы первый человек, который решил уехать из Канады. Я никогда не видел людей, которые хотели бы жить где-нибудь еще, кроме Канады. Ну да, это звучит немного сумасшедше. Ну да, так это и звучит. Это я хотела чего-то дикого. Для меня Канада слишком скучна. So, what about А вы, you? ребята? Я из Казахстана, из Алматы. О, я там был. Очень красивый город и очень хороший люди. I like it. Ну так это мы и есть. А я из Украины. А где ты живешь? Сейчас у меня нет места, куда я могу вернуться, как к себе домой. Нет, я просто путешествую. Ну что, познакомились, пора и подкрепиться. Надеюсь, аллергиков среди вас нет. Но настало уже время, уже перекусить. У меня запросы, на самом деле, супер простые. Мне нужно, чтобы было вкусно, душевно и бюджетно. Поэтому я пришла в то место, в котором есть все вот эти пункты. Ресторан «Слава Берлин», где делают настоящую украинскую кухню. Этот ресторан, можно сказать, новорожденный. Ему еще нет и года, а открыла его украинка Ульяна. До того, как открыть ресторан, Ульяна была ювелиром, покупала и продавала бриллианты. Но было у нее хобби для души – еда. Точнее, ее приготовление. У нас сейчас в Берлине 50 тысяч украинцев. На самом деле я сама себе привезла кусочек Украины сюда, я здесь с детства, и мне очень сильно всего этого не хватало. Но главной фишкой заведения «Слава Берлин» является не еда, а настойки. У нас идет серия именно Украина. Там настойка Черновцы, да, настойка Киев, Харьков, вот это вот все. Да, у каждого свой собственный вкус. Настойка Черновцы – это чистая малина. Киев имеет вкус меда с Карпат, чили и цветов апельсина. А Харьков – это розовый перец, гранат и кардамон. А потом Ульяна принесла меню, и для меня зазвучала настоящая музыка. Бануш по-гуцульски, да, там с шкварками, бограч, драники с цукини, картофельное пюре с грибами и с гуляшом, голубцы. Ну, голубцы, это, да. Варенички, картошка в шампиньон соусе, варенички с брынзой в шпинатном соусе с орехами. Это такая, о, как это вкусно. Наполеон классичный, Ой, это я уже классичный, видела. да. Это, боже, я не знаю, что выбрать, драники или голубцы. Ну, давайте мы вам сделаем маленькую порцию голубцов и маленькую порцию драников, чтобы вы вошли в бюджет. А так можно? Ну, постараемся. Боже мой, как мне нравится. Ребята, ну наконец-то. Судьба на стороне Софьи Михайловны. Что бы там Эдик ни говорил, где бы он там сейчас ни был со своей золотой картой, мы же понимаем, что все самое богатство, оно же здесь. Вот сейчас вот здесь вот будут. И вот здесь.
Итак, друзья, ловите лайфхак от Эдуарда. Как наладить контакт с любым собеседником? Просто найдите самого терпеливого гостя и присядьте ему на уши. И вот эта девушка из Алматы вполне подойдет. Я до этого вел кулинарную программу, и мы объездили около 75 стран. О, это так трудно, да. Да, очень трудно. Ну, это... Хорошо. И обратите внимание, как быстро у нас исчез языковой барьер. Да, можно я расскажу, а ты будешь переводить, потому что так будет быстрее. Спросил меня по поводу, какая страна впечатлила больше всего. It was US. Because it's, большая страна, и в ней есть практически все. А как тебе ездить с золотой картой? Ну, это хорошо. А как интереснее, с картой или без? Когда у меня золотая карта, я вожу Феррари. Когда нет, просто хожу пешком. А какой вариант тебе нравится больше? Ой, дай подумать, дай-ка мне подумать. Голубці, будь ласка. Ну і драники. Цукіні-драники. И компот. Компот. Боже, как діло. все красиво. И... А бабушка йде до голубців. Тому- Боже мой, посмотрите на нее. Моя малышка. Боже, как это красиво. Как пели классики, наверное, это мой рай. Начнем с драников. Вот так вот макнем их сейчас. Боже, светана. Понимаете, это потрясающая, хрустящая корочка. Вот это сверху, я так понимаю, это какой-то сыр. И все это со сметанкой. Это... Ну, просто потрясающе. За вас, друзья. Вот такая рецензия. Еще, кстати, пампушка. Тут чесночок, тут зелень. Все это вот так вот. И вот так вот еще сверху. И вот так вот. Я остаюсь здесь и никуда больше не пойду. Мне не важно, что вы скажете. Я потрачу все $100 в этом заведении. Ваше здоровье. Но это еще не все. Жемчужина кулинарной программы появилась, как всегда, эффектно и неожиданно. Очень прошу попробовать. Я Прям, попробую, это вообще. дело сердца. За вас, за ваши руки, за прекрасную команду, за это место. Пускай у вас все будет хорошо. Вау! Спасибо. Вот так. Я так рада, что ее выпили. Меня на ручках можно в целом отсюда уже выносить. Ой, у меня она прям вот тепленькая. Сейчас вот так вот просто по мне туда прошла. Боже. Оно того стоило? О, да. Класс. Ребят, я хочу сказать, было очень интересно. Было прекрасно. Спасибо вам большое. Итак, друзья мои, Эдуард наелся, Эдуард напился, Эдуард наобщался. А в это время в Берлине начинается ночная жизнь, ведь этот город никогда не спит. И здесь каждый может выбрать развлечения на свой вкус и кошелек. Любите ночные выставки в галереях и оперу? Все для вас. Хотите активности? Тогда для вас прямая дорога в клубы и техно-рейвы. Зародившись в тех же берлинских сквотах и заброшках, эта музыка помогла неформальной молодежи Германии сказать свое «нет» запретам и ограничениям, которые десятилетиями навязывала власть. Кстати, берлинская техносцена официально внесена в список культурных ценностей ЮНЕСКО. Вот это я понимаю признание. Ну и на десерт клубничка. Выбирайте тематический секс-клуб и самовыражайтесь, как пожелаете. От БДСМ-сессий до секс-позитивных вечеринок. Ведь Берлин не знает слова «осуждение». Но свободный дух Берлина не исключает приватности на подобных вечеринках, и снимать там нельзя. Поэтому я нанял личный катер, взял пиво и буду кататься по реке, любуясь ночной жизнью города. А главное, какая компания мне подобралась. Я. Ну и все, в принципе. Погнали. Великолепно. Ребята, ну, 16 евро.
И просто посмотрите на это лицо, посмотрите на эти глаза. В них можно утонуть. Если вы в Берлине, я очень рекомендую вам посетить, вкусить вот это все и написать мне, что вы поняли, что я имела в виду. А я пойду пройдусь. Мне кажется, мне нужно немножко подышать свежим воздухом, чтобы вот это куда-то, выветрилось, может быть, а то как-то неприлично совсем. А пока я иду ночевать к добрым людям, которых посоветовала мне Эвелина. Я расскажу вам о другой стороне ночной жизни Берлина – сексуальной. С 2002 года секс-работа легальна и регулируется законом, принося в казну 6 миллиардов евро ежегодно. А работники индустрии получили доступ к медицинскому обслуживанию, страхованию на период безработицы и стаж работы для начисления пенсии. А также суд защищает их права при конфликтах с клиентами. Однако новый закон, направленный на борьбу с торговлей людьми, обязал секс-работников регистрироваться в местных органах власти, а на публичные дома накладываются дополнительные запреты. Профсоюзы, посчитав, что ограничения лишь помешают их бизнесу, вышли на митинги, и их дебаты с властью продолжаются до сих пор. Фух, боже мой, устал, как 3 рабочих, я не знаю. Я сейчас быстренько в душ, а ты, Пашка, давай, расстилай кроватку и, как говорится, вали отсюда, чтобы я тебя не видел, понял? Я отдыхать буду. Утомился я. А я же иду ночевать к Юле и Полине. Это семейная пара, которая живет в Берлине уже 2,5 года, с начала войны. Привет! 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 Так меня нигде еще не встречали. Привет, сладкая. Если вы еще не ложитесь, может, чуть-чуть поболтаем? Конечно. Класс. Конечно. Полина из Перми. Юля из Киева. Девушки познакомились в Москве, а юбилей свой решили отметить за границей. И билеты взяли заранее, на 25 февраля. Новости о первых днях войны они слушали уже по дороге в аэропорт. Мы остались уже на то время, пока у нас забронирована квартира. Я тогда удаленно работала, то есть я вставала в 6 утра, потому что разница во времени. Читала новости, плакала, начинала рабочий день свой с улыбочкой. Потом будил Юлю, и мы такие, давай думать, как мы будем жить. Я спустя неделю пошла на волонтерство. И начала волонтерить 5 дней в неделю. И мне важно очень было отдавать. Адаптация прошла. Она проходит через примерно полгода, когда ты получаешь такие базовые бумажки, как регистрация по месту жительства. Сложность нашего кейса в том, что мы все-таки однополая пара. Представь себе ситуацию. Ты приходишь, собственно, в миграционный центр и говоришь: мы пара, мы хотим остаться в Германии. Они такие: а вы случайно не просто 2 девки, которые приехали и решили, что это классная тема так сделать? Им важно получить финансовое подтверждение или какое-то еще подтверждение именно совместной жизнедеятельности. То есть, например, если вы снимаете квартиру вместе, вы должны делать это вместе. А снять квартиру в Берлине, особенно сейчас, когда город переполнен иммигрантами, очень непросто. История поиска жилья, которую рассказали мне девчонки, звучит как сценарий к настоящему квесту. Сначала 2 дня у знакомой, потом 2 недели у незнакомой девушки из интернета. А потом, через знакомую подруги троюродной сестры, они нашли немку, которая предоставила им квартиру еще на 8 недель. И, наконец, эта квартира. Но был один нюанс. Она сдавалась абсолютно пустой. Ты заходишь сюда, а здесь есть вот эта плита, и в туалете еще туалет и раковина. Там даже мойки нет. Даже раковина. Вообще белый стены. Нифига себе. И так во всех комнатах. И даже за квартиру без мебели придется выложить от 1000 евро в месяц. И это вам еще повезет. А если вы хотите жить внутри кольца, то есть ближе к центру, приготовьтесь заплатить 1500 и выше.
Но здесь есть много классных социальных бонусов в том плане, что есть всякие специальные бумажки, ты их получаешь и можешь искать квартиру дешевле. Но чтобы ее получить, тебе, конечно, тоже нужно простоять во всех очередях. Стоять, да. Занимаешь очередь в 4 утра, потом приезжаешь к 7, стоишь с 7 до 11, только в 11 начинают запускать, и дай бог, ты к 2 заходишь. И это как бы на постоянной основе. Но если это все пройти, как бы вот мы имеем квартиру, которую нам сейчас оплачивает государство еще. Так, девчонки мне сказали, что вот тут вот мне можно переночевать. Посмотрите, ну роскошно. Еще и мой новый друг Чарли. Короче, потрясающе. Потому что был длинный день, а после этих дней, знаете, хочется просто прилечь уже как-то. Так, ну, можно уходить, наверное, вам. Увидимся завтра. До встречи. Берлин – это город, в котором благотворительные инициативы – норма жизни. Так, иммигранты, которые уже освоились, помогают тем, кто только прибыл и нуждается в помощи. И это прекрасно. Сейчас мы с вами пойдем в магазин. Это абсолютно социальная инициатива и история, где работают ребята, которые сами договариваются с магазинами, свозят туда продукцию, которая вот-вот истечет по сроку годности, и продают ее за какие-то гроши. Собственно, надо проверить, гроши ли это и можно ли там нормально скупиться. Итак, друзья, да начнется жесткий бюджетный шопинг. Выбор, если честно, достаточно большой. Маргарин, масло, какие-то баночки, которые можно забрать домой, и мне кажется, у них еще долго не истечет срок годности. Овощи, даже маски для лица, одежда. Для питомцев есть еда. Смотрите, минус 30%, евро 32 вот стоит какой-то салат. Я не думаю, что он так бы стоил в магазине. Сэндвичи, паста, колбасы. Вот, например, упаковка, какой-то ветчины. Здесь 100 грамм, и это стоит 90 центов. На ней написано, что 50% скидка, считай. Вурст – это сосиска, насколько я знаю. 5 штук, 50 центов. По-моему, это очень выгодно. Есть еще фрукты и овощи. Я думаю, что каких-нибудь бананов глупо не взять. Я все-таки молодой растущий организм. А это фрукты, клетчатка. Что здесь еще есть? А есть съедобная ложка, например. То есть безотходное, понимаете, потребление продукции. Поел ложкой и съел ее потом. Багеты. Но мне вот такой прям подойдет. А вот есть сыры, но на них написано «Ахтунг». Я не знаю, что это. Но я не хочу брать сыры с надписью «Ахтунг». Меня это пугает. Нам еще все-таки в другие города ехать. Для такого пикничка, как у меня, по-моему, шикарный набор. Напомню, 3 съедобные вилки, томатный крем, у меня есть бананы, у меня есть 2 багета, и у меня есть 5 сосисок. Предлагаю узнать, сколько это будет стоить. 3 €? You sure for this 3? Ну, это потрясающе. Вы такое видели где-нибудь? Я не видела. Данки. А я могу оставить донат? Спасибо. Но перед тем, как отдать мне продукты, меня попросили расписаться в журнале. Таким образом, я подтверждаю, что ознакомилась со сроком годности своих покупок. И если в моем желудке подерутся сосиски и кетчуп, магазин за это ответственности не несет. Я считаю, что инициатива настолько крутая, что в целом можно эту ответственность на себя и взять. И ничего страшного. Но проверим. Увидим в следующих сериях, что произойдет со мной после этой покупки. Ну а позавтракать в Берлине я решила в символичном месте. Возле Рейхстага. Я предлагаю просто создать здесь хот-дог. Открываем один из наших багетов. Некрасиво сейчас будет, но зато очень изобретательно. Итак, друзья, ловите бюджетный, доступный лайфхак. Если вы не можете открыть упаковку с сосисками, откройте упаковку с сережкой. Ну а вот такая вот она бюджетная жизнь. Она бывает некрасивой, понимаете? Она бывает неудобной. Но это жизнь. Собственно, важнейший элемент, который хотелось продемонстрировать вам все это время. Вот вы зачерпнули свой томатный пасту, а потом просто
съели ложку. Ну, на вкус это как картон с томатом пастой. Ну, в общем, что я хотела сказать всем этим перформансам, друзья, что вот так вот, казалось бы, с минимальным бюджетом можно сделать себе потрясающий хот-дог. И всего 3 евро. И если так могу я, то так можете и вы. Берлин – город возможностей и быстрых перекусов. А я, как владелец золотой карты, утро свое начинаю не с какого-то хот-дога, а с коктейля. А что? Могу себе позволить. Я нашел заведение, которое называется «Алхимик». Оно знаменито своей уникальной подачей коктейлей. А я знаменит тем, что я уникально, классно пью эти коктейли. Я хочу коктейль только красивый. Такой же красивый, как я. Мне нравится название. Virgin Porn Star. Это прям, ребят, про вас. Насчет еды я решил особо не выпендриваться. Поэтому к коктейлю я заказал цыпленка, картошку с рыбой, капусту темпора со смешным забавным названием лолипоп, овощи в моем любимом кисло-сладком соусе и десерт. По-моему, набрал неплохо. Если это не вот такие порции, должно быть очень классно, я считаю. Друзья, новый день в Берлине, светит солнце, я гуляю. И гуляю не просто так, потому что в Берлине живут 2 моих знакомых. И сейчас мы с ними увидимся. Сюрприз! Привет, Лукошка! Моя подруга, актриса Варвара Шмыкова, вместе с мужем и старшим сыном уехала из Москвы после начала войны. И ее младший сын Лука родился уже за границей. Я вообще хотела вас порасспрашивать про иммиграцию семейную, потому что все совсем по-другому, наверное, да? Благодаря детям у нас нет возможности сесть и начать умирать как бы от горя. Больше есть вещей, за которые ты можешь опереться, потому что когда ты оказываешься один, да. ты не знаешь, чего делать. Ты знаешь, с чего начать. Для того, чтобы вообще иммиграция стала не такой болезненной, нужно, чтобы появлялась какая-то рутина. Когда мы приехали сюда, в Берлин с Корнеем, нужно было там всякие прививки, найти детский садик, найти школу, пойти заниматься немецким. То есть мы постоянно были в каком-то движении. Так происходит до сих пор. Корней уже в школе. Он закончил 1 класс. Офигеть. Он так sprechen the Серьезно? Он говорит без акцента. Он нас шеймит, потому что мы с Даней не знаем немецкого. Он такой: мам, пора типа как бы учить. Ага. Ребята, ну, во-первых, это прикольно. Куда? О, такая пьяная вишня сделает пьяного Эдика. Так, а это что такое? Слишком много мяты. Я кроме мяты ничего не чувствую. Классная подача. Мне очень нравится, что это очень необычно. Вот, я увидел только что некий entertainment. Иди сюда. Ваш коктейль. Нужно подождать, пока вода поднимется наверх. Я вернусь к вам через 2 минуты. Правильно ли я понимаю, что вы приехали, сидели, Да. и в какой-то момент такие: давай делать то, что мы любим, то бишь театр. Правильно? Да, примерно так и было. Все началось с зума с моими там товарищами, и мы сочинили спектакль за месяц. И в Дубае сыграли 1 раз. Я поняла, что это очень классная история, что у нее огромный потенциал. Творчество в эмиграции, оно другое. Но как бы творчество, оно остается творчеством, так или иначе. Оно может быть действительно там в меньшем масштабе. Оно может быть сделано там для себя. Также вкладывается столько же там любви,
таланта. Ну, очень хочется, правда, поездить по Германии, потому что мы тут живем, Ну, и как-то правильно, хочется да, конечно. какой-то вклад Да. внести именно в эту страну, тем более она нас так приняла прекрасно, что... Да. А в какой момент это надо выключать? Now we start the show. Да, ты шо. Я похож на Валерия Леонтьева? Слушайте, ну красиво. С Варей, Даней и Лукой мы просидели несколько часов. И я была рада слышать, что она не потерялась за границей, а продолжает свою карьеру. У меня тут есть небольшие съемки, у меня был короткий метр. Сейчас будет 2 таких европейских проекта. Как бы что-то происходит. В какой-то момент даже начало много каких-то мероприятий быть, и куда-то сходить, и с кем-то увидеться, что я почувствовала, что я уже отвыкла от такого темпа. Ритма. Да, который был раньше. Мне кажется, это про качество жизни, которое наконец-то начало замечаться. Да ты понимаешь, что ты сам формируешь все вокруг себя. Ага. И жизнь, и квартиру, и друзей заново, и работу, Да, и досуг. Да, И просто как-то все. начинаешь к этому ответственно относиться, и тем самым отсекая то, что не нужно, и подчеркивая то, что действительно хотелось бы. Ребят, ну это очень круто. Я безумно рада... Даня, ты закончил? Я безумно рада вас видеть вообще, во-первых. очень А рад. во-вторых, пускай все у вас получится. А мне начали приносить еду блюдо за блюдом. И после 2 коктейлей ответа на вопрос, зачем я столько заказал, у меня все еще нет. Ну, может быть, я и погорячился немного с количеством заказанного. Определенно. Это картошка, и это картошка. Ну, и кто здесь картофельный фюрер? Лукашенко. Вызываю тебя на баттл. Ну, только не рэп. Потому что я... Прикинь, вызвать Лукашенко на рэп-баттл и проиграть. Шо? Ты поц, ты пес, твоя мамка, ты тоже. Барбос. Раунд. Вот это я погорячился. Я уже утрамбован коктейлями и картошкой, а тут еще и темпура лолипоп. И донат на десерт. И главное, цветная капуста в соусе. Булик. Классный соус. Давайте попробуем вот этих ништяков. О, боже. Это просто... И остро. Максимальная guilty pleasure, как говорят у нас в Винницкой области. Сладко, остро. Это вообще, это мое любимое поеднание. Как вам такое слово? Друзья мои, после такого обеда нужно пройти 1 000 000 000 шагов просто, чтобы выйти в ноль. А я, в отличие от некоторых, решила меньше есть и больше двигаться. И очень кстати, я узнала о магазине скейтбордов, где по средам проводят бесплатные мастер-классы. Привет, Том. Я Соня. Приятно познакомиться. Самое главное — выбрать правильный скейт. Том предложил мне модель для новичков. Низкую посадку и устойчивую поверхность, чтобы не свалиться. И обучение началось. Держись за мой локоть. Ноги чуть шире, а плечи тоже в сторону. А теперь приседай чуть глубже. Ты чувствуешь? Ну все, я тебя отпускаю. Теперь держись сама. Окей. Все, друзья, у меня есть теперь скейт, и я могу на нем кататься, чем, собственно, и займусь. Привет, ребята! I'm Я Соня. Рада знакомству. А ты давно катаешься на скейте? Ну, я каталась недолго, а потом у меня выбило колено.
И что, не катаешься больше? Нет, пока не катаюсь. А у нас тут тусовка, конечно, отличная. Но время идет, пиво допивается, и никто почему-то не катается. А я уже и прическу скейтерскую сделала. Может, это спорт такой? Пиво пить. И скейт в руках держать. Не прошло и получаса, как ребята наконец созрели для катания. Я в скейтерской тусовке, смотрите. Смотрите, я в скейтерской тусовке, ребята. Боже. Подождите. Куда ехать? Я с девочкой в коляске. Ребята, поехали! Это тусовка в Берлине. Смотрите, я в скейт-тусовке. Я решила, все нормально, они сами пусть едут на своих скейтах. Видели, как они стартанули вообще? Это что такое? Это очень быстро для меня. Я пойду одна покатаюсь просто. Правильно? Это же бесплатно. Почему бы нет? Скинула просто 1000 калорий только что. Очень кайфанула жестко. Вообще, чуваки бешеные. Я, мне кажется, влилась максимально в эту тусовку. Мне, конечно, не идет Берлин. Спасибо, Том, за твою помощь. Это было так здорово. Я считаю, что ты делаешь очень хорошее дело. Друзья мои, говорю не очень громко, чтобы не привлекать внимания. Я нахожусь в Берлине, возле музея Боде. Это начало музейного острова. И прячу, между прочим, для вас кое-что тут интересное, чтобы никто не видел, потому что здесь глаз да глаз надо, конечно, ребятушки. Вот так вот. Вот. А теперь делаем ход конем. Ой, кажется, шнурки развязались у Эдика. Никто не видит. А, колючие! Колючие кусты! А как это люди будут доставать? О, друзья мои, я вас люблю всех, как себя. Поэтому я уверен, что это будет очень надежно. Сейчас. Все. Друзья мои, я не знаю, как вы это будете доставать, но возьмите с собой какие-то перчатки или одежду с рукавами. Но зато я уверен точно, это кроме вас не достанет никто. Запоминайте. Берлин, музейный остров, музей Боде, слив возле него и сантиметров 30-40 влево, если стоять лицом к зданию. Все. А я, поцарапанный, пожалуй, пойду домой. Мазаться кремом. Спасибо. За 2 дня в Берлине мы узнали многое. И о городе, и об эмиграции. Из плюсов можно отметить знаменитую немецкую налаженную систему социальной защиты, обкатанную на миллионах иммигрантов до нас. А также множество разнообразных бесплатных развлечений. Ну и кухня на любой вкус. Из минусов не менее знаменитая немецкая волокита и бюрократия. Ну и немецкий язык не самый легкий для изучения. Ну что, Сонечка, жалуйся. Ой, вообще-то у меня к тебе новость. Да. Я Бэнкси. Да? И да, теперь у меня граффити в Берлине есть. Сейчас, одну секунду, никуда не уходи. Хорошо. Господа продюсеры, не могли бы вы в следующий раз головной убор выдавать тому, кто ходит по бедному? Потому что человечку напекло голову, ну... А с кем ты разговариваешь? Ну, и мне тоже напекло немного голову, но я хотя бы в кепке. Ладно, Эдик, скажи Да. мне, ты бы в Берлин переехал? С удовольствием. Здесь вкусная еда и все. Класс. Да, мне больше не надо, я такой человек. Ладно, до встречи в следующем городе. Давай. Йоу. Да, давай. Все, люблю, целую. Пока. Друзья мои, совсем забыл сказать. Орел и Решка вместе с Релайф развивает крупнейшее тревел-сообщество. Скачайте приложение Релайф, вступите в наше сообщество Орел и Решка и делитесь эмоциями, советами и полезной информацией о жизни и путешествиях. Наш гайд по Берлину уже по ссылке в описании.